Привет, ARMY! Годами поклонники BTS с любопытством наблюдали за каждым взглядом, каждой улыбкой и каждым тихим моментом между Чонгуком и Чимином. Сначала все казалось простым, просто два участника, близкие друзья. Смеются вместе, тренируются вместе, стоят рядом на сцене, как братья, выросшие под одной мечтой. Но со временем фанаты начали замечать нечто другое. Нечто более глубокое. Потому что то, что их объединяло, не было похоже на обычную дружбу. Это не было просто игривыми поддразниваниями или случайным прикосновением, как это часто бывает у айдолов на камеру. Между ними существовало тихое взаимопонимание, такое, которое не нужно объяснять словами. Всякий раз, когда Чимин выглядел уставшим, Чонгук замечал это первым. Всякий раз, когда Чонгук сомневался в себе, Чимин всегда был рядом, спокойный, уверенный, вселяющий уверенность. И ARMY начали снова и снова задавать один и тот же вопрос. Действительно ли это просто дружба? От закулисных видео до концертных выступлений признаки постепенно накапливались. То, как Чонгук неосознанно ищет Чимина в переполненном зале. То, как Чимин инстинктивно подходит ближе к Чонгуку во время интервью. Нежные улыбки, которыми они обмениваются, когда никто больше не говорит. Моменты такие маленькие и такие интимные. Моменты, которые невозможно подделать. Во время долгих туров, когда всех настигает усталость, они все равно находят утешение друг в друге. Сидят плечом к плечу. Делятся шутками, понятными только им двоим. Иногда вообще ничего не говорят, просто находятся рядом. И, как ни странно, именно это молчание говорит громче всего. Фанаты заметили, что Чонгук стал мягче рядом с Чимином. Менее замкнутым. Более честным. Как будто Чимин – единственный человек, перед которым ему не нужно притворяться. В то время как Чимин, известный своей глубокой заботой о других, всегда относится к Чонгуку с особой теплотой, не просто как к товарищу по команде, а как к кому-то драгоценному. К тому, кого он хочет защитить. Годы воспоминаний создали эту связь. Тренировочные дни. Ночные репетиции. Слезы после ошибок. Победы на мировых сценах. Они не просто росли вместе, как айдолы. Они росли вместе. Возможно, именно поэтому их связь ощущается по-другому. Потому что она не была создана для камер. Она зародилась задолго до славы, задолго до внимания публики. Поэтому, когда фанаты говорят «Чонгук – это больше, чем просто дружба», это не слухи и не фантазии. Это история о том, как их действия рассказывают историю, которую слова никогда не смогли бы передать. Связь, построенная на доверии, на комфорте, на понимании друг друга без объяснений. Назовите это дружбой. Назовите это энергией родственных душ. Назовите это как хотите. Но одно ясно. То, что объединяет Чонгука и Чимина, это нечто редкое. Нечто настоящее. И теперь, после многих лет пристального наблюдения, фанаты BTS наконец-то чувствуют, что знают правду. Потому что некоторым связям не нужны ярлыки. Им просто нужны два сердца, которые всегда находят путь друг к другу. Еще в начале своей стажировки в Big Hit Entertainment они были неразлучны. Они приходили в репетиционный зал раньше всех и часто уходили далеко за полночь. Пот на полу, боль в мышцах и молчаливая решимость наполняли эти пустые коридоры. Тогда не было камер, не было фанатов, наблюдающих за ними, просто два парня, стремящиеся к одной и той же мечте. Чимин оставался, чтобы помочь Чонгуку повторять каждое движение, пока оно не становилось идеальным. А Чонгук тихонько следил за тем, чтобы Чимину никогда не приходилось нести это давление в одиночку. Когда они наконец дебютировали с BTS, мир начал обращать на них внимание. Но люди видели лишь поверхностную сторону их связи. Игривые поддразнивания на шоу, тихий смех во время интервью, непринужденные прикосновения плечами. За кулисами же происходили ночные разговоры, которые никто никогда не записывал. Разговоры о страхе, ожиданиях и тяжести становления айдолами. Моменты, когда они просто слушали друг друга в темноте. На сцене их химия казалась почти непринужденной.
Их танцевальные линии совпадали, как отражение в зеркале. Одного взгляда было достаточно, чтобы подать сигнал к следующему движению. Казалось, они разделяли один и тот же ритм, не нуждаясь в словах. Фанаты часто замечали, как Чингук неосознанно приближается к Чимину. Как будто стоять рядом с ним было самым естественным местом на свете. Бывали моменты, когда Чимин казался сильным снаружи, но хрупким внутри. Ярко улыбаясь фанатам, он скрывал усталость за глазами. И каким-то образом Чингук всегда замечал это раньше всех. Нежное похлопывание по спине, тихое объятие, тихий шепот ободрения. Простые жесты, длившиеся всего несколько секунд. Но они несли в себе утешение, которое невозможно передать словами. Но Чингук не всегда был тем бесстрашным золотым Макне, каким его представляли. Давление быть идеальным тоже сильно давило на него. В присутствии других он оставался спокойным и зрелым не по годам. Рядом с Чимином эта защитная маска постепенно исчезала. Он смеялся громче, вел себя мягче, даже показывал свою уязвимую сторону. Словно Чимин был тем единственным человеком, перед которым ему никогда не приходилось притворяться. Во время долгих мировых турне усталость преследовала их повсюду. Перелеты, репетиции, саундчеки, концерты и почти полное отсутствие сна между ними. И все же посреди всего этого хаоса они всегда находили друг друга. Они сидели плечом к плечу в залах ожидания или за кулисами. Делились наушниками, смотрели случайные видео, почти ничего не говорили. Иногда тишина между ними казалась теплее любого разговора. ERMY начали замечать одни и те же закономерности снова и снова. Чингук инстинктивно искал Чимина в людных местах. Чимин поправлял Чингуку волосы или одежду, даже не задумываясь. Небольшие прикосновения, тихие привычки, бессознательные проявления заботы. Вещи слишком естественные, чтобы быть постановочными для камеры. Потому что честность проявляется в мельчайших деталях. Люди пытались навесить ярлыки на то, что видели между ними. Лучшие друзья, братья, родственные души, что-то большее. Но любой ярлык казался слишком незначительным для того, что их объединяло. Дело было не в определениях или категориях. Дело было в том, как одно присутствие могло мгновенно успокоить другое. Как простое пребывание вместе делало все легче. Прошли годы, и их связь только укрепилась. Не просто товарищи по команде, не просто члены одной группы. А две души, выросшие бок о бок под одним светом софитов. Каждая улыбка, каждый взгляд, каждый тихий момент несли в себе историю. И фанаты постепенно поняли, что эта связь не временная и не постановочная. Как бы это ни называлось, то, что их связывает, просто кажется настоящим. Со временем фанаты начали пересматривать старые видео, ища ответы в прошлом. Моменты, которые когда-то казались случайными, вдруг стали значимыми. Первая протянутая рука, улыбка, которая длилась слишком долго. То, как смягчались глаза Чингука, когда Чимин смеялся рядом с ним. То, как Чимин естественно и без колебаний наклонялся ближе. Как будто их сердца уже знали, где их место. Во время интервью они часто шутили, как обычные друзья. Но даже в их шутках чувствовалась какая-то другая теплота. Чингук поддразнивал Чимина, чтобы увидеть эту знакомую улыбку глазами. Чимин делал вид, что раздражен, но никогда по-настоящему не отстранялся. Их смех перекрывал друг друга, становясь громче, чем у всех остальных в комнате. Как будто у них был свой маленький мир, в который никто другой не мог войти. Были также трудные дни, о которых фанаты редко говорят. Дни, полные травм, резких комментариев и перегруженного графика. Времена, когда давление славы казалось почти невыносимым. И все же, каким-то образом, они выдержали это бок о бок. Если один спотыкался, другой замедлялся без жалоб. Они шли в ногу, словно молчаливые партнеры в долгом путешествии. Закулисные камеры иногда запечатлевали самые искренние сцены. Чимин нежно клал голову на плечо Чингука между репетициями. Чингук рассеянно держался за рукав Чимина во время ходьбы. Никаких драматических жестов, ничего, что привлекало бы внимание. Просто тихий контакт, естественный и непринужденный.
Такая близость, которая возникает от чистого комфорта. Фанаты стали называть их Джикук, сливая их имена в одно. Не просто как пару, а как символ их связи. Потому что разлучить их иногда казалось почти невозможным. Где стоял Чимен, там же был и Чингук. Где смеялся Чингук, там обычно смеялся Чимен. Две энергии, постоянно вращающиеся друг вокруг друга, как гравитация. Даже во время больших групповых моментов их внимание часто возвращалось друг к другу. Быстрый взгляд через сцену, чтобы проверить, все ли в порядке у другого. Одобрительный жест издалека, ободряющий кивок посреди хаоса. Маленькие сигналы, которые, казалось, понимали только они. Бессловесное общение, построенное на многолетнем доверии. Доказательство того, что их связь глубже, чем просто привычка. По мере того, как Чингук становился старше, фанаты замечали, насколько он стал его оберегать. Стоял чуть впереди Чимена в переполненных аэропортах. Осторожно вел его через узкие места, положив руку ему на спину. Внимательно следил, чтобы его не толкнули. Он делал это не для всех. С Чимином это казалось инстинктивным, почти автоматическим. И Чимен по-своему тоже защищал Чингука. Громче всех болел за него во время сольных выступлений. Выглядел гордее всех, когда Чингук добивался чего-то нового. Тихо говорил с ним, когда начинало проявляться волнение. Напоминал ему, что он достаточно хорош таким, какой он есть. Постоянное присутствие, которое никогда не ослабевало. Именно тогда многие фанаты наконец поняли правду. Это не было фан-сервисом или постановочной привязанностью. Нельзя подделать годы общих воспоминаний и молчаливого понимания. Нельзя навязать комфорт, который выглядит настолько естественно. То, что они показали, не было игрой. Это были просто два сердца, выбирающие друг друга снова и снова. Поэтому, когда люди говорят, что Джикук – это больше, чем просто дружба, возможно, они имеют в виду именно это. Ни ярлык, ни слух, ни драматический заголовок. А связь, построенная на доверии, преданности и безусловной поддержке. Связь, сформировавшаяся задолго до славы и до сих пор крепкая. И пока Чингук и Чимен идут по одному пути, поклонники всегда будут видеть что-то редкое, что-то прекрасное, что-то бесспорно настоящее. Шли годы, и их история разворачивалась самым незаметным и тихим образом. Не через громкие признания или драматические сцены, а через повседневные моменты, которые большинство людей легко бы пропустили. Совместное использование бутылок с водой во время репетиций без вопроса, чья это бутылка. Было так. Они ждали друг друга, прежде чем выйти из комнаты. Двигались синхронно, словно это стало второй натурой. Во время прямых трансляций фанаты часто замечали, насколько расслабленным казался Чингук рядом с Чимином. Его обычная застенчивость сменялась игривыми улыбками и тихим смехом. Он больше говорил, больше шутил, даже больше поддразнивал. Словно присутствие Чимена давало ему разрешение просто быть самим собой. Никакого давления, чтобы казаться крутым или идеальным. Просто Чингук, честный, непринужденный и настоящий. Чимен тоже показывал другую сторону рядом с Чингуком. Менее замкнутый, меньше беспокоящийся о внешности. Он наклонялся ближе, говорил тише, смеялся, не прикрывая рта. Иногда он смотрел на Чингука так, словно тот был его самым безопасным местом. Словно, независимо от того, насколько хаотичным становился мир за пределами комнаты, именно здесь все снова казалось стабильным. Концертные вечера еще больше укрепляли их связь. Под яркими огнями и ревущими толпами эмоции всегда зашкалевали. И все же, каким-то образом, их взгляды все равно сначала искали друг друга. Быстрая улыбка через сцену после сложной ноты. Успокаивающий кивок перед сложным танцевальным номером. Маленькие искорки утешения посреди тысяч криков. Были кадры, где Чингук неосознанно копировал привычки Чимена. Стоял также, копировал жесты, выражения лица. Психологи называют это признаком глубокой эмоциональной близости. Когда два человека проводят так много времени вместе, они постепенно начинают отражать друг друга. Не потому, что они пытаются это сделать, а потому, что их связь естественным образом объединяет их миры.
Иногда им даже не нужны были слова. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что имеет в виду другой. Если Чимин выглядел уставшим, Чингук замедлялся. Если Чингук казался тихим, Чимин оставался рядом. Никаких вопросов, никаких объяснений. Просто молчаливая забота, которая говорила громче всего остального. Фанаты часто говорили, что их связь ощущается безопасной. Не хаотичной или драматичной, а теплой и стабильной. Отношения, построенные на многолетнем доверии. Такие, где ты не боишься осуждения. Где ты можешь показывать свои худшие дни, не притворяясь. И все равно знать, что другой человек останется. Даже когда они стояли среди всех 7 участников, что-то было уникальным. Их энергия всегда каким-то образом возвращалась друг к другу. Словно магниты мягко притягивались друг к другу, независимо от расстояния. Дело было не в том, чтобы кого-то исключить. Просто им было комфортно. Связь сформировалась задолго до того, как кто-либо это заметил. Вот почему так много ИРМУА испытывают эмоции, наблюдая за ними. Потому что то, что они показывают, напоминает людям о чем-то редком. О связи, которая выдерживает давление, славу и время. О дружбе или чем-то более глубоком, что не угасает. В мире, где все быстро меняются, их близость кажется постоянной и обнадеживающей. И, возможно, это и есть настоящая правда, которую фанаты наконец понимают. Джикук никогда не был связан со слухами или ярлыками. Он всегда был о двух сердцах, растущих бок о бок. О двух душах, выбирающих друг друга на каждом этапе жизни. Через слезы, смех, успех и неопределенность. Как бы вы это ни назвали, их история всегда будет ощущаться как нечто большее, чем просто дружба. И, возможно, после того, как мы снова пересмотрели все эти моменты, после того, как заново проиграли каждую улыбку, каждый взгляд, каждое тихое прикосновение, ответ оказался совсем не тем, что нам нужно было так уж усердно искать. Потому что некоторые связи не нуждаются в объяснениях. Им не нужны заявления или подтверждения. Они просто проявляются естественно. Через то, как Чингук ищет Чимина в каждой комнате. Через то, как Чимин всегда остается чуть ближе к нему. Через годы воспоминаний, которые они создали вместе на протяжении всего пути BTS. Возможно, это дружба. Возможно, это что-то более глубокое. Возможно, это связь, которая даже не нуждается в названии. Но одно можно сказать наверняка. То, что их объединяет, настоящее. Настоящее утешение. Настоящее доверие. Настоящая любовь в чистейшей форме, чтобы это не значило для них. И как фанаты, мы здесь не для того, чтобы это определять. Мы здесь, чтобы просто наблюдать за этим. Чтобы ценить это. И чтобы поддерживать их, несмотря ни на что. Потому что, в конце концов, Джикук – это не просто теория или тренд. Это история. Путешествие. Два сердца, растущие бок о бок. И, возможно, этого более чем достаточно. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться и рассказать нам в комментариях, какой ваш любимый момент с Джикуком.